Всем привет и добро пожаловать в очередной влог. И сегодня у нас по расписанию приобретение нового скилла, который широко используется в археологии, в геологии. И этот скилл называется геофизическое исследование местности, и также топографическое исследование местности, которое используется в археологических раскопках перед тем, как начать непосредственно сами раскопки для того, чтобы изучить землю и строение земли на определенном сайте до того, как начинать там копать. Сегодня мы с нашей небольшой командой и 2 профессорами отправились на другой сайт, чтобы сделать небольшое геофизическое исследование маленькой местности, которая называется «Круглый дом», наверное, если я могу это так перевести, «roundhouse» по-английски. Это небольшое поселение, опять же таки, но здесь еще никто не занимался исследованиями и раскопками, поэтому это идеальное место для нас, так как мы можем провести независимое геофизическое исследование этой местности. Геофизические исследования – очень важный этап всех археологических раскопок, потому что этот этап помогает понять археологам, с какой именно почвой они работают, и, например, на какой глубине находятся камни или, например, захоронения или что-либо еще, просто перед тем, как начать копать, потому что необходимо узнать местность и почву перед тем, как начать интрузивный метод раскопа, который уже не вернет почву в ее изначальное положение. Этот аппарат, который вы видите на видео, использует электрическую цепь и посылает электрические сигналы в землю, чтобы потом записать цифровое значение сопротивления Земли, которое будет разным в зависимости от того, что именно скрывается под почвой. Эти цифровые значения потом дадут понять археологам и геологам, с чем именно им предстоит работать, что именно они будут раскапывать. А после обеденного перерыва мы пришли посмотреть на одну очень интересную особенность в Великобритании в целом, наверное, и самую известную вы наверняка видели в Стоунхендж. Это стоячие камни. На Айле таких камней несколько десятков, если я не ошибаюсь, а причины их сооружения могут быть совершенно разными, начиная с религиозных и культовых, заканчивая навигационными и коммуникационными. Но нет ни одного прямого доказательства ни к одной из этих теорий. Далее мы занялись ландшафтной съемкой. Этот аппарат посылает сигналы спутнику, чтобы потом записать точную локацию сайта и всех его частей. Это тоже очень важный метод археологии перед началом раскопок. Мы пришли на руины здания 18 века. Да, и в 19 веке их, получается, отсюда выгнали. Вон там, если вы увидите, заметно границы дверей, которые заполнены камнями. Скорее всего, те, кто здесь жили. Похоже, что вот здесь был камин. My little vlogging team.
На следующий день мы переместились на уже знакомый вам сайт Олиста и начали раскопки на 5-й траншее. На этой траншее чуть позже вы увидите килн, который использовался для засушки зерна. Здесь у нас уже появляется целая стена. Я стою наверху. И вот там дальше она вот так вот идет. Сейчас мы все будем раскопать. Здесь вторая внешняя стена. Hello. Oh, sorry. That's okay. Тоже процессия. Мы убираем траву и все остальное. Дальше нам немного рассказали о находках, которые нам, скорее всего, будут попадаться на этом сайте, и как правильно их регистрировать и собирать. Здесь вот такое вот место для засушения зерна. Была вот здесь такая вот дыра. И там еще тоже небольшая пристройка. Вот, нам еще предстоит узнать. Вот, а здесь вот такая стена. Но это все будет еще более видимо, когда мы доберемся до камней. Чуть позже меня и некоторых других студентов перевели на 2-ю траншею, где я, кстати, нашла свою первую частичку керамики. Находка. Это маленькая частичка клея. Yes. Yeah, and I was like on the side of the, and then you just like find how it's like, I'm like, oh, how? But then you move to like, Him, because I asked them, do you want to go first? They said no. So, Toby. Сегодня мы продолжили работу на 2-й траншее и начали с того, что убирали защитный слой.
А позже наш супервайзер рассказал нам про стратиграфию на этой траншее. И определенная часть этой траншеи похожа на упавшую стену, так как там видны прослойки своего рода кирпича, которые были наслоены друг на друга, но остались в вертикальном положении. А вот эта часть траншеи похожа на ступеньки и вход, которая как раз расположена около стены, которую я только что показала. Мы пока что не знаем, что находится за вот этой каменной стеной, так как сначала нужно закончить раскопки на уже начатой траншее. То, чем я сейчас занимаюсь на видео, называется чистка. Мы постепенно удаляем примерно 2 мм с почвы, чтобы земля приняла свой изначальный окрас. Таким образом, траншея становится намного аккуратнее, и видно, куда нужно вести раскопки дальше и чему уделять чуть больше внимания. Большая часть этой траншеи находится на камнях. Это своего рода выступ или платформа. Но из-за этого часто приходится проникать между камней и удалять выросты травы или еще чего-либо, и это не самый легкий процесс на самом деле. I feel like a guy После работы наши профессора всех нас повезли на просто невероятно красивый пляж на острове, так как завтра у нас выходной, и мы немного развеялись. Мы пришли на самый красивый пляж в моей жизни. И такого заката я не видела еще никогда. И мне кажется, это один из лучших дней в моей жизни. Это было волшебное завершение рабочего дня. А мы с вами увидимся уже в следующем видео на второй неделе наших раскопок. Спасибо всем, что были со мной.